Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Мы продолжаем наше путешествие по Крыму. И сегодня мы находимся в поселке Семииз. Сейчас пройдемся по его набережной, посмотрим на новый пляж, выполним подъем на скалу Дива. И я еще надеюсь подняться на гору Кошка. Последний видеоролик я здесь снимал достаточно-таки давно. Семииз, как видели, меняется в лучшую сторону. И в последнем ролике я показал одно место. Там была урна, без дна, находилась в парке. Там люди вечно оставляли свой мусор. Я попросил администрацию либо убрать вообще эту урну, либо ее сделать. Посмотрим, смотрит ли администрация мои видеоролики. Уже подходим к этому месту, где стояла эта урна. Но, походу, ничего не изменилось. Администрация мои ролики, друзья, не смотрит. Здесь также куча мусора, его стало еще больше, посмотрите. Вот такая жесть вас встретит, если вы приедете в Семииз. Показываю все как есть, не надо там писать, что это какая-то частная либо заброшенная территория. Проход свободный. Сейчас движемся через этот парк к морю. Ну, конечно, такое видеть печально. Представляете, вы приехали на отдых сюда и видите вот такое в парке. Это, конечно, просто жесть. Это перед курортным сезоном. Урну это вообще разбомбили уже, новую не поставили, ее не убрали, и люди продолжают складывать здесь свой мусор. Конечно, картина достаточно печальная. Хотя недавно проводились и субботники, но, видимо, до Семииза руки не дошли. Вот, друзья. С этого места ветер разносит просто мусор по всему этому парку, по всей территории. В общем, картина действительно таки печальная. Смотрите, вот все кусты вверху в пакетах, в салфетках. Да, вот вам и приехали в курортный поселок. Ладно, давайте двигаться дальше, я думаю. Идем по такому живописному месту. Посмотрите, сколько зелени, какие стоят кипарисы. Шикарнейший парк, но все портит мусор. Весь вид, друзья. Посмотрите, немножко отдаляемся, вот просто заходим за кустики, и здесь все просто в мусоре. Да, далеко не нужно ходить, вот по дороге идем. Смотрите, пакеты, разные банки валяются. Жесть, начало уже хорошее, блин. Ладно, пойдемте, выйдем к морю. Иду по тем же тропам, по которым я ходил в прошлом видеоролике. Сейчас движемся в сторону набережной. Конечно, природа в Семиизе шикарная. Здесь очень такие красивые кипарисы, сосны. Какой здесь, друзья, воздух. Тоже насыщенный, лечебный. Конечно, природа здесь хорошая, но нужно беречь, как-то это все ухаживать, чтобы люди, которые сюда приезжали, в следующий раз хотели сюда вернуться на отдых. А не то, что мы вот сейчас действительно с вами увидели. Так, зашел на какую-то закрытую территорию, увидел здесь красивое здание, точнее растение, которое плетется по этому зданию. Сейчас постараюсь вам его показать, если мы, конечно, подберемся так близко. Вот, смотрите, видите, оно таким фиолетовым по стене плетется. Так, а где же нам свернуть здесь? Кустарники. Это жилое здание или нет? Так, высохшая пальма, к сожалению. Вот, смотрите. Как оно называется, я не знаю, но цветет очень-очень красиво оно. Вот, смотрите. Воу. И просто вся стена, как будто грозди винограда висят. Смотрите наверх, как там красиво. Еще птицы поют. Интересно, что это за здание? Как вижу, оно опечатано. Видимо, оно не жилое. Ну и территория вокруг него, собственно говоря, также не ухожена. Видите, вокруг мусор, никто здесь не подметал никогда, листья валяются. Не знаю, что здесь. Возможно, кто-то выкупил его, чтобы построить здесь гостиницу. Не в курсе. Давайте подойдем на центральный вход и узнаем, что это. Ну, а здесь посмотрите, какой парк хороший у этого здания. Такие, видно, что столетние деревья огромные стоят. Ну да, здание заброшено. Насколько мы видим. Печально, что прям в центре Семииза есть вот такие забросы, которые не функционируют по неизвестным мне причинам. Вот так, друзья.
нельзя. Ладно, давайте подойдем к этому дереву. Вот тоже какое-то здание без окон стоит. Внутри пусто. Но деревья здесь такие гигантские. Вот два дерева. Видно, что они высажены очень давно. Раньше перед дворцами тоже сажали либо секвой, либо еще что. Вот две штуки есть. Возле Массандровского дворца тоже две секвои высажены вот так. Также здесь перед этим зданием высажено два вот таких гигантских дерева. Смотрите. Видимо, чей-то был тоже дворец какого-то знаменитого человека. В прошлый раз я снимал видеоролик после сильного ветра. Там с крыши посносило вот эти штуки. Прошло где-то 2 месяца. Никто их даже не убрал, чтобы вы понимали. 2 месяца назад ролик мой вышел. А эти штуки же травой все заросло. Они тут вот в траве лежат себе кучкой. Посмотрите. Вот валяется, вот валяется. Вот валяются эти штуки квадратные. В общем, жесть. Спустились на набережную Семииза. Здесь сразу на входе находится вот такой источник Мальцеву Ивану Сергеевичу с благодарностью основателю Семииза. Водичка есть, давайте. Кружка даже есть, ну ладно, давайте попробуем на вкус ее. Ой. Вроде питьевая. Ладно, пойдемте прогуляемся по набережной, посмотрим на новый пляж и на саму набережную. Вот так выглядит сегодня набережная. Если в других городах, в той же Алуште, Ялте, в Судаке много людей, то здесь вообще пустая набережная. Здесь сезон еще не начался, как мы видим. Но я уже вижу, что пляж разровняли, камни эти. Теперь такой спуск пологий к морю. С родника течет вот здесь вода. Потому что ее прям очень много, как для этого родничка. Там не такая уж и большая струя была. Но, как видим, здесь все заполнено водой. Так, давайте-ка спустимся, наверное, к морю. Где здесь спуститься нам? Только один вон центральный спуск. Ну ладно, сейчас попробуем вот здесь. Так, сам пляж состоит из вот такой крупной щебенки. Конечно, отдыхать на ней, наверное, не очень приятно, но с годами будут шторма, она вся обточится и будет кругленькая. Вот в море она уже обточилась, сейчас я вам покажу, и она там уже кругленькая, приятная, но здесь пока еще не очень. Пляж разровняли настолько, что он теперь достает до вот этих бетонных плит, которые были в море. Даже вот можно пешочком до них дойти. Так, смотрим на гальку, которая в море. Видите, она уже такая приобретает круглую форму, немножко обтачивается. И это хорошо, потому что быстро обточилась, где-то за 2 годика, пока здесь делали этот пляж. Но лет через 5 здесь будет хороший, я думаю, пляж. Но сейчас еще большой минус, который я здесь только что обнаружил. Вот эти буны, которые поставили в море, посмотрите, до них буквально здесь метров 10-15, наверное. Как людям купаться, лезть потом через камни, чтобы куда-то дальше выплыть, непонятно. Могли их немного дальше поставить. Они планировали, что будет разравнивать этот пляж. В общем, непонятно. А здесь глубина небольшая, особо и не поплаваешь. Так что придется за вот эти плиты, по этим плитам вылазить в море, так понимаю. Скорее всего, так все будут летом и делать. Потому что, ну, здесь особо в этой части не покупаешься. Но только если вы с детьми, то да, детям здесь будет комфортно, не глубоко. Они у вас будут на виду, и в открытое море точно они здесь не смогут попасть. Удивительно, что на пляже нет отдыхающих. Если в других городах там хоть кто-то загорает, лежит, то здесь вообще никого нет. Почему? Не знаю, друзья. Люди, видимо, не приехали на отдых еще в Семииз. С июня стартует с 1 официальная дата курортного сезона. Поэтому ждем 1 июня и посмотрим, сколько людей приедет и что здесь будет на этом пляже. Я сюда также еще вернусь, покажу это все вам. Но пока людей здесь совсем мало. Я бы сказал, их вообще здесь нет отдыхающих, только местные вот иногда выходят на прогулочки. Но стоит заметить, что вода здесь достаточно таки чистая, прозрачная. Так и хочется окунуться в эту воду. Но далеко мы с вами не уплывем. Нам мешают вот эти буны. Сам пляж стал достаточно таки широким. Здесь поместится большое количество людей. Смотрите на его ширину. Вот центральный спуск у нас.
И вот так выглядит сейчас этот пляжик. Вот я нашел уже место, где вы сможете все-таки выбраться чуть дальше 10 метров и выплыть в море. Нужно занимать место по центру этого пляжа, если хотите поплавать в море. Потому что, ну, здесь возле камней плавать как-то не прикольно, я вам скажу. Вот у нас открывается вид на скалу Дива. Мы сегодня обязательно выполним подъем на ее вершину. Также сегодня планирую попасть на гору Кошка. Видите эту гору? Она своим очертанием напоминает спящую кошку. Вот ее ухо, вот тело. В общем, мы должны сегодня покорить еще и кошку. Поэтому день у нас будет насыщенным. Но мы 2 года ходили вон в той части и там увидели 2 змей. Надеюсь, сегодня я их не повстречаю. Но если повстречаю, обязательно покажу их вам. Они уже точно проснулись, уже на улице достаточно тепло. Они уже повыползали, наверное, греются там на солнышке. Посмотрите, какой сегодня цвет у воды. Конечно, вода здесь очень такого красивого цвета, как будто где-то на Мальдивах мы находимся. Хочется, конечно, окунуться, но еще холодно. Так, смотрите, что еще заметил. Видите, вот эту часть, отсюда начинается тоже какой-то вот подводный бун. Его видно, он проходит здесь под водой. Следовательно, в море мы сможем проплыть только вот в этот проходик, буквально 15-метровый. Вот от этого буна до этого есть выход в море. А так, видите, расстояние до пляжа и до этих бун. Да, конечно, не рассчитали немного. Либо нужно было пляж делать поменьше, либо буны подальше в море. Но если сравнивать с тем, что здесь было раньше, то, конечно, набережная здесь шикарная и пляж достаточно таки хороший. Но пляж мне сам нравится, но только вот расположение бун не очень мне понравилось, конечно. А так, в принципе, сделали нормально. Но еще раз хочу заметить, что я не увидел спуска для людей с ограниченными возможностями. Есть везде ступенечки, но пандусов я здесь не наблюдаю. Ни в той части набережной, ни в этой их нет. Те, кто писал, что они здесь есть, покажите, в каком месте. Так, я все-таки отыскал место, где отдыхают туристы в Семиизе. Находится оно прямо в конце набережной с правой стороны, под вот скалой Дива. Здесь есть люди, ура! Но здесь пока еще не привели все в порядок. Смотрите. Но место, вот здесь, конечно, я бы искупался. Место здесь хорошее и такое живописное, с видом на эту скалу. Конечно, да, здесь купаться можно. Скорее всего, наверное, самый популярный пляж в Семиизе это в этой части. Потому что здесь столько людей, а в той части вообще ни одного человека. Почему там нет людей, непонятно. Но здесь, видите, галька такая уже обточенная вся. Видимо, это старая галька, которая здесь и была с годами. Вот так люди отдыхают, загорают. Вот некоторые даже залезли в море, купаются. Но вода еще холодная, где-то плюс 10-12 градусов. Вот так, друзья. Идем уже на скалу Дива. Посмотрите, сколько здесь растет деревьев можжевельника. Воздух, друзья, просто морской, с экстрактом с этим можжевельника. Не могу им надышаться. Обожаю Крым, особенно вот такие можжевеловые леса. Конечно, круто. Это уже парк, получается, Семииза. Обратно пойдем через парк, покажу вам, что там построили, какие детские площадочки, как за ними ухаживают. Сегодня еще планирую все-таки подняться на гору Кошка, потому что ни разу ее еще не покорял с этой стороны. Должны тропинки вот так вверх идти, но это уже после скалы Дива. Если у меня будут силы, то мы с вами обязательно покорим и гору Кошка. Но эта тропа, конечно, красивая. Открывается вид, посмотрите, на Семиизскую бухту. Кстати, большая проблема всех крымских городов, поселков — это причал, точнее его отсутствие. В Судаке аварийный причал, в Коктебеле аварийный причал, они все закрыты. Здесь причал, видите, уже вот от него остались одни железные сваи, и он же тоже не функционирует. Почему-то в Крыму не хотят восстанавливать причалы, видать, это очень дорого, наверное. Но вот такое ждет и Судак, я вам скажу, через несколько лет, потому что он там тоже рассыпается. Устанавливают мостик, и по нему можно пройти прямо на скалу Дива. Сейчас еще пока не установили, но виды с этого места открываются невероятные. Так, главное нам никуда не упасть. У-у-у. Вот такая конструкция. Я здесь когда-то проходил по этому мостику, но здесь не так страшно, как на Альпетре было. Вот, друзья, красота какая, смотрите. Особенно цвет моря здесь невероятный.
когда будете спускаться по вот этим ступенькам, чтобы потом подняться на скалу Дива, имейте в виду, что они очень и очень скользкие, как лед зимой, потому что здесь ходят сотни туристов, и они уже до такой степени обточились, что они реально очень скользкие. Я здесь один раз чуть не упал, поэтому идите аккуратно, перил здесь нету, падать вниз как-то неохота, поэтому нужно каждый шаг свой продумывать, смотрите, куда наступаете. Поднимаемся по вот такой лестнице. Ветер, конечно, сейчас сильный, но виды за моей спиной, посмотрите, какие. Сейчас поднимемся наверх. Не знаю, как быть с квадрокоптером. Удастся ли его при таком ветре запустить. А самое главное, посадить потом. Запустить точно удастся, а вот сажать очень сложно. Но обязательно поднимитесь на эту скалу, потому что виды, которые открываются, друзья, они того стоят. Особенно сейчас все позеленело. Это не то, как мы были зимой, когда все серо было. Сейчас, вот видите, весь склон горы стоит зеленый. Очень красиво. Ладно, сейчас поднимемся. Буду вам показывать эту красоту. Здесь есть вот такой участок, где ступеньки идут просто вот так. Благо есть перилы, потому что без перил было бы действительно очень-очень страшно. Вот так идем. Еще отдыхающие будут тоже сюда взбираться. Но уже какой вид, а? Вода просто нереально. Давайте скорее выполнять подъем сюда. Воу. И запускать квадрокоптер. Вот такая лесенка ведет вверх. Я не знаю, как мы на кошку поднимемся. Скорее всего, никак, потому что я не вижу туда никаких тропинок, по крайней мере, отсюда. Придется как-то на верхнюю трассу подниматься, оттуда уже на кошку залазить. Ура! Скала Дива покорена в очередной раз. У-у-у. Высота, конечно, приличная, и обзор, который открывается отсюда, просто фантастический. Обязательно сделайте здесь себе фотографии, потому что такие фотографии будут очень крутыми. Вы только посмотрите, насколько же здесь красиво. Все деревья стоят зелененькие, наверху у нас горы. Вот сам поселочек Семииз, и, конечно же, это море. Море здесь невероятного цвета, мне безумно нравится, посмотрите. Я хочу искупаться на этом пляже, очень. Вода там еще сверху кажется такой красивой. И вот сама набережная и новый пляж. Красота. Посмотрите на эти горы, как они круто смотрятся летом. Уже практически лето, все позеленело. Конечно, виды шикарные отсюда. Давайте широкий угол вам включу, чтобы картиночка она вся поместилась. Насколько же здесь красиво. Конечно, природа Семииза удивительно. Посмотрите, сколько здесь много кипарисов, можжевельников, сосен. Очень насыщенная. Воздух здесь такой, я думаю, очень лечебный. Поэтому, если у вас также есть проблемы с дыхательной системой, то, как и Новый Свет, я думаю, Семииз также будет вас лечить. Потому что здесь тоже можжевеловая роща находится вот здесь на склонах. Ну и сами видите, насколько здесь разнообразна природа. Вот она, гора-кошка у нас спит. Красота просто. Мне просто не хватает слов, чтобы вам все это описать. Насколько это вживую смотрится красиво. Камера, наверное, не передаст всей красоты, всех ощущений, но хоть чуть-чуть я вам их постараюсь донести. Давайте вот так детально все рассмотрим. Приблизил камеру. Смотрите. Горы нереальные. Море. Вот съемочная группа. Кстати, здесь сегодня снимают сериал «Бабушки в бегах». Что такое? Вот с этого пляжа сейчас будет выгонять людей, потому что съемки будут проводиться здесь. Потом, когда будете этот сериал смотреть, вспомните Михаленко, что я был здесь на съемках. Красота. К сожалению, из-за сильного ветра квадрокоптер запустить нам не удалось, поэтому любуемся вот такой красотой. Все равно с высоты птичьего полета, можно сказать. У нас сейчас впереди все лето, поэтому мы по-любому здесь на квадрокоптере хорошенько полетаем. Но, к сожалению, это будет не сегодня. Ну что, я думаю, давайте отправляться в парк Семииза. Пройдемся еще по самому поселочку, посмотрим, может найдем что-нибудь интересненькое. Я обязательно буду все вам показывать, что творится в этом курортном поселке. Погнали! Вышел на такую скалу, чтобы еще немного вам показать пляжик. Посмотрите, но вот здесь, конечно, пляж шикарный, ничего не скажешь. Мне вот здесь очень понравился, я бы здесь сам занырнул. Красота, конечно. Вот такая уютная бухточка в Семиизе.
Те, кто отдыхал в этом поселочке, напишите, пожалуйста, где вы купались и как вам понравился здесь отдых или нет. Но я думаю, что понравилось, если вы вот здесь окунались в море, потому что здесь море прям кристально чистое, чистейшая вода. И самому хочется ощутить эту прохладу, на улице жарковато уже. Сам парк, конечно, облагородили хорошо, мне здесь нравится. Появились вот такие дорожки, по которым можно комфортно гулять. Появилось новое освещение. Посмотрите, красивые такие фонарные столбы, которые вписываются в архитектуру самого поселочка. Вот такие появились доски, где можно посмотреть, куда вам нужно идти. Кипарисовая аллея, спортивная площадка, смотровая площадка, детская площадка, кафе и спуск к пляжу. Даже туалет есть. И, конечно же, в парке поставили развлечения для детей. Это вот такие, видите, качельки прикольные. Вот такие беседки, где можно тоже сесть, посидеть, подышать этим целебным крымским воздухом. Также в парке здесь сделали вот такую большую скейт-площадку для детей. Это, конечно, большой плюс, потому что дети будут сюда приходить, кататься и на самокатах, кто на чем, в общем. Это, конечно, круто. И спорт-площадка такая, я в Крыму, честно говоря, таких еще не видел, крутых. Здесь реально вот сделано по всем технологиям. Ну, сами видите, насколько качественно сделано. Смотрите, мы вот о такой площадке в детстве только могли мечтать и видели ее только в фильмах. Дальше вон есть там кольца баскетбольные и там уже спортивная площадка. Еще вон есть поле для мини-футбола либо для волейбола. Тоже, видите, все освещается, все сделано хорошо. В принципе, здесь мне очень нравится, как они сделали. Такие новые скамеечки, урны возле них. Тут тоже, видите, разные детские площадки. Видно, что детская площадка качественная. Давайте даже ближе подойду, покажу вам. Видно, что она из качественных материалов, прослужит долго. Альпийская горочка. Видите? Вот у нас бывало в Судаке ставили именно из дешевых материалов площадку. Сразу было видно, что она дешевая. И здесь прям видно, что она такая добротная площадка, все качественно сделано. В общем, молодцы, что хотя бы для детей сделали вот такие развлечения. И местным отдыхающим будет куда сходить вечером со своими детьми, просто прогуляться по этому замечательному парку и отдохнуть. Так, сейчас мы движемся в сторону Кипарисовой аллеи. Покажу вам еще Кипарисовую аллею, если вдруг ее не видели у меня. Также здесь я уже показывал, появились вот такие боксы, чтобы убирать за своей собачкой. Пожалуйста, уберите за своей собакой. Порядок использования для док-бокса. Но пакетиков здесь и перчаток что не наблюдается. Здесь должны стоять пакеты. Почему-то их не поставили. Вот мы вышли на Кипарисовую аллею. Конечно, вот так должна выглядеть нормальная Кипарисовая аллея. Посмотрите, какие высокие, пушистые кипарисы. Нет всяких этих кафешек здесь, торговых точек. Вот действительно, это Кипарисовая аллея. Идешь и наслаждаешься этой природой. Здесь установлены древнегреческие герои. Вот они, мифология. Это Геракл у нас здесь находится. Но, к сожалению, почему-то клумбы не засажены цветами. Когда я был последний раз здесь, мне кажется, было красивее. Росла морская капуста. Или это не здесь было, но какие-то цветы здесь точно были. Сейчас почему-то вообще ничего нету, клумбы пустые. Надеюсь, что к сезону, конечно, это изменится и что-нибудь интересное высадят. Ну, вот так. Здесь, конечно, приятно прогуляться. Я думаю, что здесь вечером обычно гуляет много людей. Позади у нас открывается вид на гору Кошка. Вот она. Это ее ухо прямо отсюда видать. Здравствуйте. Смотрим Спасибо. вас. А вы откуда сами? Собнинска. Собнинска. Как вам в Семиизе? Классно. Ну, здесь уже 4-й раз. Тогда как постоянным отдыхающим пляж изменился в лучшую сторону или Еще нет? не дошли. А, еще не дошли? Приехали сегодня. Понятно. Ну, в комментариях там напишите потом. Хорошо. Все, давайте, хорошего отдыха вам. Вот так, друзья, наши уже подписчики приехали и в Семииз. Пока еще на набережной они не спускались. Мне интересно узнать мнение людей, которые здесь раньше отдыхали, как изменилась вообще набережная в лучшую либо в худшую сторону. Ну, очевидно, что лучше, но хотелось бы еще их услышать. Так, здесь у нас тоже есть какой-то парк. Вот он, прям на Кипарисовой аллее. Сейчас планирую зайти в этот парк и показать его вам. Фонтаны, к сожалению, которые здесь находятся, так и не заработали к лету. Возможно, нет воды.
Но почему-то, друзья, так они и не работают. Не знаю причину. Вообще не работают или нет, или просто здесь установлены еще с советских времен. Может, они уже давно не работают. Но, конечно, кипарисовая аллея здесь замечательная. Здесь вот у нас, видите, поворот сейчас будет налево. Это в парк. И направо там тоже парк. И получается спуск к морю находится. Там уже ведутся какие-то съемки фильма, сериал, который я вам говорил, «Бабушки в бегах». Вон человек с такой камерой гигантской. Вот такую камеру мне нужно для блогов. Ладно, давайте не будем им мешать. В ту сторону не пойдем, а свернем сюда в парк. Давайте зайдем сюда, пройдемся по парку. Посмотрите, насколько же здесь красиво. Но видно, что за парком действительно ухаживают. Очень красивый, друзья. Смотрите, просто. Но видно, что ухаживают. Есть хозяин здесь, но за набережной, конечно, еще нужно подухаживать, я вам скажу. Есть капельное орошение. Вот оно. Смотрите. Или это не оно, но слышно, где-то вода там внизу бьет. Возможно, внизу труба идет. Здесь есть освещение, все кустики красиво подстрижены. Но, сами видите, парк такой здесь достойный, мне нравится. Самое главное, что бесплатный, можно просто прийти, погулять и отдохнуть здесь. Красота. Здесь тоже находится вот такой фонтан, но он тоже не работает почему-то. Почему фонтаны в Симеизе не работают, непонятно. И вот такое дерево, такая скамеечка, скорее всего, для влюбленных, с таким деревом. Там внутри голуби в сердце сидят. Вот так. Ну что можно сказать за Семейский парк? Вот этот парк прям очень такой крутой, мне здесь понравилось. Красивый, видно, что за ним есть уход, что его убирают, деревья подстригают. Здесь высажены интересные растения все такие. Вот здесь в центре какая-то у нас, это не сосна, это кедр, похоже на какой-то кедр растет. Очень красиво. Вот здесь прям такой круг, скамеечки, можно присесть, отдохнуть. Как я мог раньше этого не замечать? Посмотрите, какой здесь гигантский дуб находится. Дубы растут не быстро. Интересно, сколько ему лет. Я думаю, лет 500 точно есть. Воу, друзья, даже не слышал, что здесь растет такой гигантский дуб. Тоже прямо на кипарисовой аллее находится. Посмотрите на него. Высоченный, нереально здоровенный. Вот так. Каждый раз где-то путешествуем, открываем что-то новое. Сколько раз я был в Семиизе, но про существование такого гигантского дуба я не знал. Скорее всего, про него есть даже какая-то история. Нужно будет в интернете обязательно мне прочитать ее, потому что это круто. Смотрите, какой он по отношению с человеком. Дуб реально здоровенный. Красота. Здесь еще растет. Что это такое? Роза. Вот такая роза. Растет как-то кустарником, но выглядит это очень и очень красиво. Посмотрите. Так, приблизили максимально. Вот такая роза. Но, к сожалению, видимо, она уже осыпается. Нужно сюда, срочно ехать. Наверное, на кипарисовой, точнее, на набережной розы расцвели. С этой стороны кипарисовая аллея ограждена лентой. Произошел какой-то обвал набережной. Посмотрите. Сейчас давайте туда поближе подойдем и посмотрим. Еще хочу в Нижний парк спуститься. Что здесь произошло, совсем непонятно. Посмотрите, но набережная, говорю. Ну да, получается, это не набережная, а просто аллея, которая здесь была разрушена. Обвал какой-то. Даже подходить страшно, чтобы это сейчас тоже не упало. Смотрите. Жесть просто. Так, давайте спустимся в Нижний парк. Вот такой здесь живописный спуск. Посмотрите на это дерево. Оно видно прям, что очень старое. Здесь его и цементировали, чтобы оно не сохло, и пеной заливали. И сейчас оно нереально круто смотрится. Вот в этой беседке особенно. Люди приходят, делают себе фотографии шикарные. Посмотрите только на эту красоту, друзья. Очень красиво.
такое растение, непонятно, плетется, видите, как виноград, но основание как будто это дерево. Здесь уже вот видите, как будто ветки такие крупные. Красиво. Спустился в Нижний парк, он не менее красивый, щебечут птички. Но здесь, конечно, вот здесь приятно мне гулять. Парк чистый, ухоженный, много скамеек, есть урны, чтобы люди не мусорили. И здесь очень-очень красиво. Посмотрите на вот эту клумбу. В нее прям очень много сил было вложено. Смотрите, сколько цветов. А в середине растет пальма. Надеемся, что она вырастет и будет нас радовать, как и все вот эти деревья. Красота. Вот та часть разрушенной аллеи, только вид уже снизу. Да, друзья, произошел просто обвал, посмотрите. Грунт, получается, сдвинулся в этой части, и набережная посыпалась в эту сторону. Надеюсь, что никто не пострадал, и во время обвала не было там никаких сверху людей. Но видите, эта стеночка тоже особо ненадежная, так что там ни в коем случае не ходите, потому что может произойти все, что угодно. Кстати, парк оснащен камерами, и это большой плюс. Никто здесь не будет вырывать растения, не мусорить, потому что все фиксируют камеры. Парка ведет вот такая аллея на смотровую площадку. Там должна быть тоже такая живописная беседка. Зимой мы там были, там было много котов. Посмотрим, что там сегодня у нас. Ну, конечно, парк здесь, да, друзья, очень красивый, очень живописный. Много растений разных. Идешь и радуешься. Вот такая должна быть природа. Вот такие должны быть парки Крыма. Вот она, нет, это беседки здесь походу нету. А что мне казалось, что тут какая-то беседка стоит. Либо она в другой части находится. Да, вот она в другой части. Там не беседка, там типа выступ такой полукруглый. А нет, есть колонны. Давайте подойдем поближе и покажу вам. Сворачиваем здесь направо. И вот уже перед нами открывается эта беседка. Это смотровая площадка с видом на скалу Дива и на море. Коты здесь также остались, я их уже вижу. Семейские коты. Вот, друзья. Сейчас покажу вам вид на море. Так, давайте подойду, покажу вам вид. Вот такая скамеечка, где вы можете посидеть и просто полюбоваться шикарными крымскими видами и под шум моря. Вот она, скала Дива. Просто нереально красиво все смотрится. Природа, конечно, здесь, друзья, очень красивая. В самом поселке находится вот такое интересное здание. По карте посмотрел, написано «Вилла Мечта», но на виллу совсем не похоже, похоже на какой-то замок. Смотрите, как необычно выглядит. К сожалению, он со всех сторон окружен заборами, колючей проволокой. Скорее всего, он даже охраняется. Я бы хотел в нем побывать и поснимать его поближе. Но выглядит он прям очень необычно. Посмотрите, особенно вот этот купол наверху. Не знаю, таких больше архитектурных решений в Крыму нигде пока еще не видел. Но однажды мы с вами туда все-таки попадем. Покажу вам его изнутри. И надеюсь, это случится уже этим летом. На центральной улице здесь находится, друзья, много кафешек, каких-то ресторанов, столовых, магазинов, ларьков с сувенирной продукцией. Поэтому каждый выберет для себя все, что сам захочет. Я думаю, наверное, будем завершать этот видеоролик. Вот такой он сегодня получился. Показал вам Семииз. К сожалению, из-за сильного ветра на квадрокоптере нам полетать не удалось. Но мы сюда еще вернемся ближе к лету и обязательно все это воплотим в жизнь. Обязательно поддержите видеоролик своим большим пальцем вверх. Напишите свой комментарий. Подпишитесь на канал. У нас уже 140 тысяч. Скоро 150, а дальше золотая кнопка. Ну а с вами был я, Александр Михаленко. И уже завтра встретимся с вами снова в Крыму в новом видеоролике. Всем пока.